Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим очень вкусную запеканку из творога и тыквы. Она нежная и ароматная, отлично подходит для завтрака или на десерт к чаю. Сначала подготовим тыкву. Берем кусочек свежей тыквы, очищаем ее от семечек и срезаем кожуру. Должно получиться около 600 грамм очищенной тыквы. Подготовленную тыкву нарезаем небольшими кусочками. Кусочки тыквы складываем в стеклянную форму. Ее можно запечь, сварить или приготовить в микроволновке. Я буду готовить в микроволновке. Емкость неплотно накрываем крышкой и ставим в микроволновку на 10 минут. Тыква должна стать мягкой. Если нужно, то добавьте еще пару минут к приготовлению. Приготовленную тыкву оставляем остывать. Готовим творожный слой. Берем 500 грамм творога и разбиваем в него 2 яйца. Сюда же насыпаем 50 грамм сахара и 1,5 столовых ложки крахмала. Все взбиваем погруженным блендером до однородной массы. Я использую кукурузный крахмал, но можно взять и картофельный. В отдельную миску кладем 500 грамм приготовленной тыквы. Если есть жидкость, то ее нужно слить. К тыкве разбиваем 2 яйца. Насыпаем 50 грамм сахара и 1 столовую ложку крахмала. Все взбиваем погруженным блендером до однородности. Творожная и тыквенная масса должны быть примерно одинаковой консистенции. Так как у меня творог был жирный и сухой, то творожная масса получилась густой. Чтобы ее довести до нужной консистенции, я небольшими порциями добавляю воду. Также творог можно разбавить молоком. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Диаметр моей формы 22 сантиметра. Посыпаем мукой. Лишнюю муку высыпаем. В подготовленную форму попеременно выливаем творожную и тыквенную массы. Сначала кладем 4 столовых ложки творожной массы. Затем в центр кладем 4 столовых ложки тыквенной массы. И таким методом выкладываем до тех пор, пока все не закончится. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 40-45 минут, в зависимости от духовки. Смотрите на готовность запеканки, но учтите, что в горячем виде она очень нежная и может показаться, что внутри жидкая. Запеканка готова, оставляем ее остывать. Запеканка из творога и тыквы получилась нежной, вкусной и ароматной. Готовится из самых обычных продуктов. Такая запеканка понравится как взрослым, так и детям. Также у меня на канале есть и другие рецепты из тыквы. Чтобы долго не искать, смотрите 2 таких рецепта в этом видео. Следующий приготовим тыкву с фруктами в рукаве. Такой десерт очень вкусный и полезный. Готовится очень просто и нравится всем, как детям, так и взрослым. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим фрукты. 100 грамм изюма моем и заливаем кипятком на 5-10 минут. 2 кисло-сладких яблока разрезаем на 4 части и чистим от сердцевины.
Яблоки нарезаем средними кусочками. С одного апельсина срезаем кожуру с белой пленочкой, чтобы она не горчила в десерте. Очищенный апельсин разрезаем пополам и нарезаем полукружочками толщиной примерно 1 см. Берем половину уже вымытой и очищенной от семечек тыквы среднего размера. В нее складываем сначала небольшую часть яблок, затем часть подготовленного апельсина и посыпаем изюмом. Так, чередуя фрукты, заполняем тыкву до самого конца. Сверху фрукты посыпаем половиной столовой ложки сахара. По желанию сахара можно насыпать больше или приготовить вообще без него. Также сверху кладем несколько кусочков сливочного масла. Подготовленную тыкву с фруктами ставим в рукав для запекания и завязываем его со всех сторон. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов и запекаем 1 час. Все запеклось, вынимаем тыкву с фруктами из духовки и аккуратно разрезаем рукав. Тыква становится очень мягкой и ароматной, на нее при запекании выливались соки от апельсина и яблока, и за счет этого она стала не просто приторно-сладкой, а ароматной и очень вкусной. Такая тыква с фруктами очень вкусная как в теплом, так и в холодном виде. Если нет тыквы подходящей формы и размера, то можно просто нарезать тыкву и фрукты кусочками и точно так же запечь их в рукаве. Третьим блюдом приготовим вкусную и полезную молочную пшенную кашу с тыквой. Такая каша готовится совсем несложно и станет отличным завтраком для всей семьи. – 400 грамм очищенной от кожуры и семечек тыквы трем на крупной терке. В кастрюлю наливаем 2 литра молока и сюда же кладем тертую тыкву. Тыкву варим в молоке на маленьком огне после закипания примерно 10 минут. Тыква стала мягкая, измельчаем ее погружным блендером. Этот этап не обязательный, можете его пропустить, но с пюрированной тыквой вкуснее. Сюда же насыпаем 10 столовых ложек промытого пшена. В этой каше пшено можно заменить рисом. Кашу варим на маленьком огне еще примерно 20 минут. В конце варки в кашу добавляем щепотку соли и 2 столовых ложки сахара. Все перемешиваем и снимаем с огня. Молочная каша с тыквой получилась умеренной густоты, она очень вкусная, сладкая и нежная. Обязательно ее приготовьте, это очень полезно и вкусно. Если вам понравились такие блюда из тыквы, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.